Привет всем зрителям моего канала. Подписчики удивятся, но сегодня речь пойдет не о пылесосах, хотя мне еще есть что вам рассказать. В этом обзоре я поделюсь с вами опытом использования блендера Polaris. Купила я его исключительно из-за функции нарезки кубиками, можно сказать спонтанно. По новогодней акции в Метро цена была порядка 5000. Скажу сразу, проработал он совсем недолго и показать вам особо нечего, но я не стала ограничиваться отзывом из серии «Сломался, не берите» и решила рассмотреть еще несколько вариантов измельчителей, дабы найти ему достойную замену. Сегодня в обзоре будут и блендеры, и мультирезки, и кухонные комбайны. Хотя комбайн в моем представлении это что-то габаритное, поэтому для себя я бы не стала его выбирать. Да и многообразие функций мне не нужно. Обязательное условие только одно – наличие насадки для нарезки кубиками, ну и терки. Для начала посмотрим, как с этим справлялся Polaris. С его помощью я успела приготовить 5 литров окрошки. Очень удобно и быстро. Не обращайте внимания на форму кубиков, их внешний вид зависит от силы проталкивания, и с огурцами я явно перестаралась. Не пробовала нарезать с помощью данной насадки твердые овощи, но в некоторых обзорах встречались и такие эксперименты. Как мы видим, с сырой морковкой блендер не справился. Лично у меня на морковке полетел диск для шинковки, и мой случай не единственный. Я читала отзывы про все блендеры Polaris с насадкой для кубиков, и, честно говоря, не нашла между ними никакой разницы, за исключением одной серии, которая отличается от моей лишь комплектацией. В целом рейтинги неплохие, и большинство отзывов хорошие. На сайте Polaris только хорошие. Встречались жалобы на то, что крышку измельчителя нельзя промывать под водой. На самом деле ее нельзя полностью погружать в воду. Я же протирала влажной губкой, держа рядом с краном, поэтому не вижу в этом большой проблемы. Если перечислить по-настоящему серьезные недостатки, так это то, что блендер перегревается, у кого-то сгорает двигатель, но и встречаются проблемы с теркой. Сам погружной блендер мне нравился больше, чем имеющийся на тот момент Philips, кнопка включения которого изначально утоплена в корпус, а для работы ее нужно еще сильнее вдавить. Долго держать в таком положении совсем неудобно. У Polaris кнопка нажималась без особых усилий. Легко, да, мягко, просто и непринужденно. Но самое главное, на что нужно обращать внимание, выбирая погружной блендер, это острота и форма ножей, а также закрывающие их металлической чашей. У Philips она настолько глубокая, а основание ножа такое длинное, что под куполом собираются остатки неперемолотой пищи. Что касается венчика, то в любом блендере не стоит его сильно перегружать. Он подойдет лишь для взбивания чего-то жидкого. Лично я уже сломала несколько струн во время приготовления густого крема. Если вам нужен полноценный миксер или тестомес, а также плюсом еще множество других функций, то стоит выбирать среди кухонных комбайнов. Не будем отходить от темы и посмотрим только те из них, которые справляются с нарезкой кубиками. Первооткрывателем данного направления стала фирма Bosch. Как мы видим, результат хороший. Основное отличие от блендера это то, что во время приготовления вам не нужно держать кнопку нажатой и можно свободно орудовать двумя руками. Также из плюсов отметим скорость работы и практически полное отсутствие недорезанных продуктов. На сегодняшний день среди имеющихся комбайнов Bosch к покупке доступны две разновидности моделей с насадкой для кубиков. Можно, конечно, докупить ее и отдельно, но придется заплатить треть, а то и полцены кухонной машины. Первая модификация, которую мы рассмотрим, более дорогая и функциональная по набору опций. Нож в насадке остался тот же, но изменилась сама конструкция, в ней стало больше деталей. Если для кубиков в этом нет ничего страшного, то во время использования терок большая часть продуктов разлетается по стенкам. Чтобы избежать возни со сборкой и промывкой лишних деталей, кто-то в итоге дополнительно приобретает отдельный корпус для терок. Также из недостатков, которые отмечают пользователи, помимо большой цены и необходимости что-то докупать, это хрупкий пластик, слабая мясорубка и ограниченный функционал блендера. Вторая разновидность комбайнов Bosch подешевле. У них более простая комплектация и они немного компактнее. Главное, что благодаря конструкции в этой модели удобно использовать не только кубикорезку, но и терки. А это значит гораздо меньше негативных отзывов. У пользователей лишь вызывают опасения хрупкие пластиковые детали. Но если рассматривать аналогичные модели у других брендов, то там все намного хуже. Galaxy в буквальном смысле разваливается на ходу. У Redmond отзывы неоднозначны. Кто-то сильно доволен, кто-то, сравнивая опять же с Bosch, не впечатлен. И я, глядя в обзорах на процесс его работы, честно говоря, тоже. Из жалоб наиболее частая проблема – это недолговечный пластик.
Если наоборот уйти в сторону повышения цены и рассмотреть более дорогие модели, они также не лишены недостатков и отрицательных отзывов, которые связаны не только с качеством работы, но и с серьезными конструктивными недостатками. Как бы там ни было, я не собираюсь тратить больше 50 тысяч на громоздкий аппарат, потенциал которого можно оценить лишь готовя в промышленных масштабах. Вообще, мысли о последующей очистке – это единственное, что меня останавливает от использования подобной техники в быту. Всего мы испачкали 10 предметов. Поэтому еще до покупки Polaris я засматривалась на мультирезку Molinex. Она приглянулась мне компактным размером и отсутствием лишних деталей. У нее даже нет чаши, а значит у вас необходимости перемывать лишнюю посуду. Никогда не нравилось перекладывать продукты из комбайна в салатник. Molinex – это идеальное устройство для того, чтобы натереть даже одну морковку, причем сразу в тарелочку. Как вы заметили, у нее совершенно другой принцип нарезки. Ножи двигаются зад-вперед, а не по кругу. Однако ее мощности вряд ли хватит на то, чтобы порезать кубиками любой продукт. По отзывам, она не справляется как с твердыми овощами, такими как свежая морковь, лук, свекла, так и с очень мягкими, например, помидор или разваренный картофель, которые она просто заминает. При этом, как отмечают большинство пользователей, продукты забиваются под корпус и попадают в отсек с мотором, откуда их потом невозможно достать. И для меня это веская причина воздержаться от покупки. К тому же, если кроме того, чтобы нарезать, вам необходимо взбивать, измельчать и смешивать продукты, данная мультирезка также не подойдет. Хоть она и занимает немного места на кухне, но не закрывает всех потребностей, а стоит при этом недешево. Я уже настроилась заменить свой старый Philips, поэтому напоследок рассмотрим еще варианты блендеров для нарезки кубиками. Их оказалось слишком много, и я, честно говоря, даже растерялась в выборе, так как с виду они все примерно одинаковые и состоят из одних и тех же комплектующих. Но сердце любого блендера – это мотор. От двигателя зависит продолжительность непрерывной работы. И важна не только мощность. Хорошо, если у блендера будет защита от перегрева, перегрузок, а также качественный термостойкий пластик в местах соединения. Большинство бюджетных и не очень моделей быстро ломаются именно из-за использования дешевых материалов. Следующее, почему можно различить все блендеры, это строение насадки для кубиков. Пересмотрев кучу отзывов и обзоров, я поняла следующее. Меньше всего остатков получается при нарезке дисковым ножом. Подобная форма увеличивает центробежную силу и облегчает нагрузку, но ножи обязательно должны быть острые, тяжелые, выполненные из твердой стали. Лезвие, расположенное под углом, проталкивает продукты через решетку, но она также должна быть острая. Скопление непрорезанных остатков под ножом может привести к заклиниванию механизма и поломке замка крышки. По этим причинам блендеры с легким, наполовину пластиковым ножом я сразу исключила из своего рейтинга. Сейчас на экране вы видите прочие разновидности насадок для кубиков и модели, в которых они присутствуют. Рассмотрим только те, что имеются в продаже. Orson – самый бюджетный вариант. Не стоит ждать от него сверхпроизводительности. Много пластика и недолговечные детали. Основные жалобы на ненадежный механизм редуктора в крышке. С кубиками справляется хорошо, у него очень острые ножи, но часто ломается металлическая решетка, которую невозможно заменить. Vitesse – хороший блендер за приемлемую цену. Надежность сложно оценить, так как отзывов немного. Случаются и поломки. Модель доступна только при заказе онлайн, поэтому учитывайте возможность возврата по гарантии. Следующий бренд Syntec. Судя по количеству отзывов, более популярный. У него богатая комплектация и с кубиками он справляется хорошо. Но высокая мощность и низкое качество материалов приводит к быстрому стачиванию пластика. Скорее всего, вариант не для больших нагрузок. Areса. Неизвестный мне ранее бренд, о котором очень мало информации. У блендера несколько полезных насадок, включая миксер. Хороший тяжелый нож для кубиков, который справляется и с сырыми овощами. Однако нужно следить за его остротой. Отзывы в основном хорошие, но встречаются и случаи, когда сгорает мотор. В данный момент блендер доступен только при заказе онлайн. Brayer – второй нераскрученный бренд, внешне очень похожий на предыдущий. У него лишь другая комплектация, но сами насадки аналогичные. Отзывов гораздо больше, оно и понятно. И почти все положительные. Пользователи отмечают оптимальный размер кубиков и отсутствие лишних емкостей. Из отрицательных – не очень удобные кнопки и единственный случай поломки. Но в отличие от предыдущего, этот блендер можно купить в магазинах. Далее рассмотрим зарекомендовавшую себя фирму Bosch. Моделей с функцией нарезки кубиками было выпущено много, но сейчас на официальном сайте в продаже только одна. У блендера довольно хорошая комплектация и погружная часть, однако отзывы не очень. На сайте DNS они лучше. Из негативных отмечено лишь неудобство кнопки и один случай поломки.
Но если посмотреть другие ресурсы, становится понятно, что этот случай далеко не единственный. Причем механизм выходит из строя не всегда в рамках гарантии. Сейчас на экране младший брат блендера мощностью 750 Вт. Как вы видите, он довольно неплохо справляется с нарезкой кубиками, как сырых, так и вареных овощей. Данная модель отличается более хорошими отзывами, но и здесь всплывают вопросы качества продукции фирмы Bosch. Те же претензии к другой модели, моторный блок которой не выдерживал нагрузок, перегревался и ломался. Судя по количеству вариаций, по сути, одного и того же блендера, Bosch либо совершенствуется, либо уходит таким образом от негативных отзывов. Но помимо вопросов к качеству, есть еще один недостаток – это насадка для шинковки. За счет того, что терка занимает лишь небольшой сектор окружности, трение происходит рывками, и во время продавливания продукта будет создаваться лишняя нагрузка на механизмы. К тому же, когда диск цельный, в нем больше отверстий и шинковка происходит быстрее. Переходим к следующей фирме. У Braun в плане модельного ряда все гораздо проще. Насадка для нарезки кубиками доступна только в комплекте MQ9195. Этот блендер самый дорогой из всех представленных на рынке. Но когда я увидела демонстрацию его работы, то сразу в него влюбилась. Настолько легко он справляется с различными продуктами. Как утверждает производитель, самое сложное – это нарезать кубиками мягкие фрукты и овощи и не превратить их при этом в кашу. Здесь для этого предусмотрен низкоскоростной режим. Но по мне так гораздо важнее, чтобы механизм выдерживал нагрузку при измельчении твердых овощей, таких как морковка, лук, свекла. У Braun этому способствует цельный дисковый нож, не позволяющий ему прогибаться и стопориться. Как вы могли заметить, данная конструкция также исключает сложности с промывкой, так как крышка с редуктором не касается продуктов. Отзывы на сайте, конечно, все хорошие, но среди них я постаралась найти и то, что людям не нравится. Кто-то отмечает большое расстояние от крышки до шинковочного диска, из-за чего образуются недорезанные остатки. Возможно, это зависит от продукта, так как, судя по другим обзорам, все в пределах нормы. От себя добавлю минус, что терки опять-таки не цельнометаллические. Ну и цена, существенную стоимость которой составляет насадка с разработкой Active Blade. На мой взгляд, выдвижное лезвие – это скорее фишка, чем необходимость. Скорость измельчения больше зависит от качества ножей и формы купола, и лично меня больше беспокоит тот факт, что при движении стержня взад-вперед частички продуктов могут попадать в корпус. Braun, пожалуйста, если вы смотрите данный обзор, разубедите меня в этом. Ну и последний претендент на замену моему Philips'у – это снова Philips. Компания не стоит на месте и сначала усовершенствовала форму блендерной насадки, а позже и кнопку. В наличии я нашла только одну модель и только в онлайн-продаже. Комплектация небольшая, но в ней все самое необходимое. Касаемо кубиков, отзывы замечательные. Правда, они получаются немного крупноватые. Меня же больше смутил следующий факт, отраженный в данном отзыве. Честно признаться, сначала я не поверила и подумала, что человек просто неправильно собрал прибор. Но посмотрев другой видеообзор, убедилась, что диск действительно крепится на эту же платформу с маленькой дырочкой. Поэтому перед покупкой блендера Philips проверьте, как в нем реализована и функция шинковки. Ну вот мы рассмотрели все доступные варианты кухонной техники для нарезки кубиками. Надеюсь, было не только скучно, но и полезно. Если я что-то упустила, пишите в комментариях, а также делитесь, что бы выбрали вы. Ручной блендер на каждый день, который не занимает места на столе, либо более производительный комбайн, удобный для продолжительной работы и сочетающий в себе множество функций. Я не удивлюсь, если окажется, что Bosch – это еще и швейная машинка. Обращайте также внимание на гарантию и сервис. Долговечность зависит не только от техники, но и условий ее эксплуатации. На этом все. Желаю всем полезных покупок. А если интересно узнать, что в итоге выберу я, подписывайтесь и следите за новыми обзорами.